Ребята, всем привет! Вы на канале Рыболов Копатель, и мы сегодня вдвоем с Цезарем, с психиатром, с клиническим приехали. Сегодня у нас операция «Магнит» или «Цезарево сечение». Мы находимся в Приморской бухте. Посмотрите, какая погода замечательная. Пришел антициклон в Калининградскую область, потепление. И мы с Цезарем находимся в Приморской бухте. Вдоль залива проходит дорога, которая следует из Неплекин. Ну, Неплекин — это поселок, при немцах назывался Неплекин, сейчас Неплейкино. Дорога следует в Приморск, при немцах Фишхаузен. По этой дороге местами еще осталась брусчатка. Но здесь вот конкретно песок. По ней проходило отступление врага во время Великой Отечественной войны. Немцы, уже оставшиеся их подразделения, двигались в сторону Приморска, потом в Пилау. Также много гражданского населения. Рукава уходят с залива на поля. Там были еще кровопролитные бои на закате войны. Ну вот, а здесь по карте были какие-то постройки, дома. Вы можете видеть кирпич в воде. Вода теплая, да, Цезарь? Очень теплый, смотри, мы не одни. Ух ты. Кто это у нас здесь? Давай я ее поцелую, может быть, это, женюсь. Ну давай. Чего уж нет-то. Не бойся, бери ее. Вот так ты и женишься. Ну вот, поблизости какое-то в 100 метрах отсюда было строение. Ну и здесь кирпич, он совершенно неспроста. Вот он, 400-килограммовый зверь. Сейчас его омакнем. Ага. Ты готов, Цезарь? Да. А мальки того и гляди суетятся под берегом. Решили с козырей зайти сегодня. Цезарь сразу будет заходить, чтобы подальше забрасывать. А как его надо забрасывать? Туда попробуем, в ту сторону. Цезарь, ты под ноги посматривай. Можно же и окаменелость какую-нибудь найти еще. Ага, доисторическую. Мы ж не только по артефактам. О, рыба, вон, мальки бегают. Да, камбулу я видел. Мини-камбулу. О! Богатый улов. Может, и пуля была даже. Третий раз Один раз закинул. Серега так кидал, нога в петлю попала, кинул, улетел. Упал. Пойдем. Тут можно туда будет дальше еще пройти. Живописные места. Вода теплая. Ее. Нет. Смотри. Друзья, небывалые чудеса. А не метеорит ли это? Почему он магнитится, камень? Порода, ну то есть как каменистая, тем не менее магнитится. Отложим его. Счетчик Гейгера взял. Да, счетчик Гейгера в машине лежит, проверим. Видите? Плитка всяческая. Да, тут и окаменелости легко могут быть. Окаменелость не магнит. Не магнитятся, совершенно верно. Тяжелее, чем обычные. Да ты чё? Да, что-то как будто рыбу поймал, что ли.
Опа! Что это, ножик что ли? Знаешь, рыба не рыба. Нож что ли? Или... Но то, что, Вилка! Чем нужно рыбу есть, да. Вот оно. Нифига себе. Опа! Опа, магнитится. Магнитица железная. Слушай, вилочка такая и неплохая довольно-таки. Советская, Да нет, слушай, очень похожа. да? По дизайну как будто у бабушки. Не, немецкая, Цезарь. Это немецкая. Ничего себе. Они ж такие же бывают из нержавейки, а это, видишь, стальная. Тут, ребят, дело в том, что зимой здесь так размыло все. Дороги, можно сказать, не было. Вот здесь вот все сплошняком вода была. И вот этот берег его подмыло капитально. Поэтому есть и надежда, что что-то тут будет. Ну вон, видишь, пару пуль, вилка и метеорит какой-то. Или порода какая-то. Я попутно смотрю окаменелости. О, смотрите, ребят. Кусочки плитки с немецкими клеймами. Это неспроста. У меня и прибор с собой есть. Сейчас мы еще и заведемся и походим. А вообще, ребят, каких только слухов и легенд относительно этой дороги не было. Чего здесь только не находили. И какие-то архивы, и посуды, и клады талеров. Ну, лично я вообще очень мало в этом направлении копал, потому что тут всегда много комаров, болотистая местность. В холодный сезон всегда все подтапливает и тяжело ходить. Что-то поймал опять. Гильза от короткоствола. Да ты чё? По-моему, даже от ПМ советская. Это, наверное, ППШовская, скорее всего. Кидай сюда. Пробитая. Только докинь, Цезарь. Кидай сюда, я поймаю. Сейчас, смотри. Да я определю сразу же. Я лошара, уронил гильзу. Не смогли посмотреть. Но потом Цезарь придет здесь, проведет магнитом на берегу и найдем. От ППШ, скорее всего. Нашли с помощью магнита гильзу, которую я не поймал. Слушай, ну это какая-то свежая гильза, мне кажется. «79-79 год, походу. Криминальщина какая-то. Так вот парнишка гуляет. Магнит привязал и ходит целый день, что-то ищет. Глядишь, что-нибудь и найдется. Видите, кирпич, кирпич, кирпич. Сваи. Тут на днях ехал, столько бабочек было, и сейчас тоже периодически они пролетают. Какой-то выход у них. Ну что там, как водичка, Данил? Вообще, я ее не ощущаю. Она температура тела моей, то есть где-то градусов 10. Да ты чё? Ну, смотрите, какие блоки обтесаны. Да, точно. Ну, тоже ж неспроста. Цезарь продольную протяжку делает. Комаров, на удивление, нет. На кроссовых мотиках гоняют. Кажется, ноги замочил немного. В трусы не налей.
Влажно, Там не? тоже ничего. Попей, пить ты хотел. Пока Цезарь отдыхает, решил я пару забросов оформить. Опять магнитящийся камень. Пуля. И гвоздь. Чистим дно залива, друзья. Вилка у нас попалась ближе сюда, получается, к камышам ты бросал. Ну, вон какая-то плита лежит. И камни вот тут вот навалены. Походу размывало отсюда. Посмотрим. Посмотрим, что будет. Главное в заячью петлю не угодить, друзья. Как с отягощением как будто идет. Как с отягощением что-то тянется. О! Отвертка. Не-не-не, этот... Стоматологический. Слушай. Смотрите, ребят. Кусачки, что ли, да? Смотри, они такие... довольно-таки бодрые даже. Ну, словом. Хозяйственная утварь. Облепиха растет кругом. И шиповник тоже не забывает. Завел прибор. Сейчас пробегусь. Здесь и вот там за кустами еще на пляжике. Посмотрим, что будет. Поставлю 7-ю программу. Скорость 2,5. Чувствительность 98. Пробежимся сейчас здесь. Посмотрим. Ну, пробок тут дофига будет. Это совершенно точно. Сейчас вот туда залезем, где чуть-чуть вода отошла. Может там что-нибудь будет дивное. Давайте попробуем. О. Уже сразу же подшипник. Ну это 100% от рыболовной сети груз, наверное, был. Кладем его. На металл заберем потом. Какая-то угольная порода. Не какая-то, а угольная. Сигнал дала, да? Да. Что-то крупненькое. Ну да. Друзья, очень жарко. Посмотрите на меня. Это просто unreal. Ребят, мы решили немного оттянуться назад с Цезарем. Блин, слепни летают. Очень жарко. Я вообще просто весь истекаю. Потому что я олимпийку надел флисовую, чтобы они не прокусывали хотя бы. Очень жарко. Едем, сейчас побросаем магнит на карьер. Карьер не плейкиновский, который самый большой. Сейчас пойдем там покидаем. Сейчас проезжали мост через Калининградский отводной канал. Ну, в простонародье вонючка, говнотечка. Все местные знают это место. На въезде в Приморскую бухту. И стояла машина Росприроднадзор, экологическая экспертиза. Может, наконец-то разберутся, каким образом официально осушенный, перекрытый, неработающий отводной канал до сих пор выбрасывает в залив мочекаловый экстракт
просто в огромном объеме. А ведь это нерестилище угря Балтийского, Приморская бухта. Дай бог, может, и разберутся. Машина стоит, экологическая экспертиза. Люди там стоят, что-то думают, чешут головы, морщат лбы. Идем с Цезарем на карьер. Ну, здесь так тенечек более-менее по-божески еще. А то там мы угорели совсем. Сейчас тут покидаем, посмотрим, как оно пойдет. Зафиксировал там, да, Данил? Аж чуть не упал. Давай, давай, давай. Каждый Давай, раз давай. по 100 килограмм, блин, вытягивается. А железа вообще нет. От слова совсем. О, ребят, смотрите. В тине вместе с этим, с канатом нашим, поплывок фирменный вытащил. Батюшки мои, блин. Видите, уже не зря. Эксперт. 1,5 грамм, что ли, тест. Ну что, ребят, проверили так поверхностно карьер. Тут уже комарики гуляют, потому что трава, кусты, деревья вокруг. Будем думать, куда еще податься на водоем. Потому что сейчас только магнит кидать. Ну, копать вот полчаса, все, весь мокрый насквозь. А впереди 30 плюс градусов. Цезарь, ну что скажешь? Жарко, жарко скажу. Жарко и... Ну ты хоть ноги помочил сегодня в заливе, да? Да хоть из дома вышел. Аж лаборатория потом экологическая приехала экспертизу воды брать. Друзья, всем спасибо, кто с нами отдыхал, так сказать. Подписывайтесь, кто еще не подписался, пишите ваши комменты. Всем спасибо, всем здоровья, удачи, пока.